Мужчина спас медведя со скалы, но то, что медведь сделал дальше, действительно шокирует. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Тем летом над бескрайними сибирскими просторами стояло чистое голубое небо. Воздух был сухим, прозрачным, будто натянутым между горами, и пах смолой, камнем и холодными реками, стекающими с ледников. Алексей, инженер из Новосибирска, давно мечтал провести отпуск вдали от города, в тайге, среди гор и рек Восточного Саяна, где человек остается наедине с самим собой. Он тщательно подготовился, взял палатку, еду, карту, спутниковый навигатор, аптечку, спички в водонепроницаемом контейнере и все необходимое для выживания в дикой местности. Ему хотелось испытать себя, почувствовать первозданную силу природы и ту тишину, в которой слышно собственное дыхание. На второй день пути Алексей шел вдоль каменистого хребта, ведущего к глубокому ущелью, где шумела горная река. Камни под ногами осыпались, ветер тянулся из долины, пахнущей влагой и хвоей. Внезапно снизу донесся слабый рык, похожий на стон. Осторожно подойдя к краю обрыва, он замер. Внизу, у самой кромки скалы, цепляясь когтями за землю, висел крупный бурый медведь. Животное изо всех сил пыталось удержаться, но лапы соскальзывали по мокрому камню, и земля под ним крошилась. Алексей не раздумывал. Он достал из рюкзака крепкую альпинистскую веревку, нашел неподалеку толстый кедр и надежно закрепил конец вокруг ствола. Сердце колотилось так сильно, что отдавалось в висках, но он понимал, что если не поможет, зверь погибнет. Подполз к краю, ухватился за корень дерева и попытался подать конец веревки медведю. Медведь, словно почувствовав намерение человека, остановился и посмотрел вверх. В его глазах читалась усталость, боль и отчаяние, но не агрессия. Алексей говорил тихо, почти шепотом, стараясь не делать резких движений. Медведь зацепил веревку лапой, и Алексей, напрягая все силы, начал подтягивать животное вверх. Веревка больно впилась в тело, спина ломила, руки дрожали, но он не отпускал. В ушах шумела кровь, пальцы скользили по канату, но с каждой секундой зверь поднимался все выше. Когда медведь оказался уже почти на уровне площадки, Алексей, стиснув зубы, протянул руку и ухватил его за переднюю лапу. Через несколько мучительных секунд медведь вырвался на поверхность и тяжело рухнул на землю. Он лежал, часто дыша, пар клубился над его мордой. Алексей отступил на несколько шагов, не спуская глаз с животного. Медведь повернул голову, посмотрел на него. В его взгляде не было злости. Он тихо зарычал, будто выдыхая благодарность, а затем сделал несколько шагов вперед и осторожно коснулся рукой Алексея своим носом. Тот остолбенел, не веря в происходящее. Он чувствовал горячее дыхание зверя, видел следы старых шрамов на густой буро-серой шерсти. Через мгновение медведь отошел, посмотрел еще раз и неспешно скрылся между кедров. Алексей остался стоять, чувствуя, как к горлу подступает ком. Он понимал, что стал свидетелем чего-то редкого — доверия дикого зверя к человеку, того тонкого равновесия, где страх уступает место уважению. 3 дня спустя Алексей продолжал свое путешествие. Он пересекал заболоченные участки, ручьи и густые хвойные леса, слушал далекие крики сов и потрескивание веток под ногами. Когда стемнело, он разбил лагерь у тихого ручья, разжег костер и поужинал тушенкой с хлебом. Ночь была прохладной и ясной, над головой сияли звезды, а луна отражалась в черной воде. Все казалось спокойным, но в воздухе чувствовалось напряжение. Ближе к полуночи Алексей проснулся от далекого воя. Это были волки,
Быстро выскочил из палатки, подбросил дров в костер, стараясь увеличить пламя. Но ветер усиливался, огонь то разгорался, то гас. Неожиданно из темноты послышался треск веток и приглушенное рычание. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел. Вокруг лагеря блестят десятки зеленых глаз. Стая волков медленно приближалась. 7, может, 8 особей, худых, но сильных. Они окружали его, сжимая кольцо. Алексей поднял палку, пытаясь не показывать страха, но сердце билось как молот. Отступив к большому валуну, он приготовился защищаться. Волки рычали громче, готовясь к броску. И вдруг ночную тишину разорвал оглушительный рев. Из-за кустов показался огромный бурый медведь, тот самый. Он поднялся на задние лапы, тяжело дыша, и издал рев, от которого даже земля дрогнула. Волки замерли, растерянно переглянувшись. Один бросился вперед, но медведь ударом лапы отбросил его в сторону. Стая завыла и стала пятиться, а потом, увидев огонь костра и силу медведя, обернулась и скрылась в лесу. Алексей стоял не в силах вымолвить ни слова. Он понял, что зверь, которого он спас, вернулся, чтобы спасти его. Медведь подошел ближе, посмотрел на него спокойно, без агрессии. Алексей медленно опустился на колени, положил руку на его голову и тихо сказал: «Спасибо, старина». Медведь зарычал низко, будто в ответ, а потом развернулся и ушел в темноту. Долго еще Алексей сидел у костра, глядя в пламя и пытаясь осознать, что случилось. Наутро он собрал лагерь и решил возвращаться пораньше. Дорога вниз по тропе казалась бесконечной. Он думал о том, как природа иногда отвечает добром на добро. В поселке он рассказал свою историю охотникам и старожилам. Те слушали с недоверием, но один седой старик только кивнул и сказал: «Это редкий дар. Природа своих не забывает». С тех пор Алексей часто возвращался мыслями в те места. Каждый раз, глядя на горы за горизонтом, он вспоминал теплый взгляд медведя, запах хвои и тихое сопение в ночи. Он понял, что человек может быть частью природы, если уважает ее. И где-то там, среди кедров, буреломов и холодных рек, по-прежнему живет тот медведь. Свободный, сильный и благородный, хранитель той самой тайной связи между человеком и дикой землей. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.